Пигмент для бровей холодный русый. Очень красивый цвет, основа желтая, он нейтральный и даже, можно сказать, прохладный, смотря в какие руки попадет. Цвет такого, знаете, мокрого песка на пляже, но это в зависимости от того, опять, как вы его уложите, с какой плотностью. Он может быть очень красивым и достаточно теплым при очень поверхностном внесении, и он может подходить таким, знаете, пепельным, холодным блондинкам, если его уложить плотно. То есть это когда совсем не нужна теплота на лице, когда цветотип холодный и когда нужны брови серые именно. Цвет достаточно насыщенный, им можно прокрасить очень плотно и ярко, и в то же самое время его можно смело использовать для теневых растушевок, потому что все прозрачные растушевки, полупрозрачные, это всегда нейтральные либо прохладные пигменты, потому что теплые пигменты, напоминаю вам, могут зажить слишком теплыми с розовинкой, с желтинкой, что на лице, на бровях тем более не особенно нужно. Также этот цвет вы можете использовать и для теней на веках, например, потому что он прохладный. Кому подходит? Контрастным блондинкам с довольно яркими бровями, контрастным блондинкам прохладным, для теневых растушевок и для плотных растушевок. То есть там смотрите в зависимости от состояния бровей, пучки или полупрозрачные волоски. Когда пучки, вы сами понимаете, надо плотно прокрашивать, но работайте очень поверхностно, потому что цвет прохладный и при глубоком внесении он может зажить прям таким свинцово-серым, поэтому работайте осторожно и поверхностно. Также он подходит всем типам русых клиентов, у которых оттенок волос тоже прохладный, потому что русые бывают и такие ближе к пшенице, теплые, но в нашем случае мы работаем этим пигментом только когда вам нужен такой нейтральный либо прохладный цвет бровей. И, конечно, этот цвет вы можете смешивать с другими. Чаще всего мастера смешивают его с теплым русым, чтобы сделать его немножко теплее и светлее, или таким более нейтральным. Или вы можете смешать его с теплым каштаном, чтобы сделать его чуть-чуть ярче, но не бояться им работать, чтобы он стал немножко ярче и теплее в то же самое время. Ну и, естественно, как самостоятельный цвет он отлично работает и продается у нас в объеме 5 мл и в объеме 15 мл. Очень распространенный цвет, который мастера очень часто используют. И сейчас я вам покажу, как он выглядит. Обязательно тоже рекомендую перемешивать, потому что пигмент, когда долго стоит, он может расслоиться, и перед началом работы вы должны его перемешать. Это очень концентрированный цвет, и работайте, пожалуйста, им аккуратно. Если вдруг ваша техника хромает, то смотрите, на каждом пигменте есть вот такой QR-код. Когда вы по нему перейдете, вы попадете в наш интернет-магазин, и там будет поддержка, которая вас может отправить в нашу бесплатную онлайн-школу, в которой вы все свои ошибки истребите. И по внесению пигмента, если вдруг вы пятните, вот все это вы можете получить совершенно бесплатно, лишь бы у вас получались классные работы. Сейчас я покажу, как этот цвет выглядит. Я размою его ватным диском. Очень насыщенный, посмотрите, сколько красящего вещества в нем. Основа желтая, и вот здесь это хорошо видно. На самом деле я могла бы закрасить весь лист, потому что у меня много краски еще вот в начале ватного диска. Но я вот здесь полупрозрачной частью работаю, чтобы вы посмотрели, как он выглядит, когда он положен прозрачно. То есть от очень насыщенного до очень прозрачного. Но прозрачный цвет очень красивый, он не будет смотреться слишком желтым, например, и не отпугнет вашего клиента. И напоминаю, вы можете использовать этот цвет также и на бровях. Если вдруг вы совершите ошибку, если вы, например, заглубились, равномерный цвет слишком холодным получился, то вы можете рассеянным лазерным пучком, то есть на большом расстоянии, пройтись по бровям, и у вас получится инверсия цвета, они станут чуть-чуть теплее, и ваш клиент останется довольным. То есть не нужно перекрывать никакими корректорами. За одно воздействие лазерным лучом буквально цвет станет прекрасным, и ходить с ним ваш клиент будет долго и счастливо. С ремувером этот цвет работает без особенностей. Все как всегда. В каких техниках можно работать этим цветом? Прозрачная растушевка, плотная растушевка с осторожностью, потому что им можно заглубиться. Волосковый метод, если вы не заглубляетесь тоже. Конечно, можно работать в волосковом методе, но на всякий случай вы можете добавить корректор. Например, рыжий или желтый. Желтый сделает теплее, чуть-чуть светлее, а рыжий сделает его более насыщенным и теплым, и тогда ошибок вы совершите меньше. Кстати, про ошибки в погружении пигмента в кожу. Наверняка половина из вас, а то и больше, смотрела мою колористику. Если не смотрели, то я много очень рассказываю в колористике,
как мы воспринимаем цвет, почему он выглядит так или иначе. И это очень важно. Пройдите на наш канал в YouTube и посмотрите колористику, и посмотрите, почему цвета выглядят холоднее, хотя они на самом деле достаточно теплые, нейтральные. Посмотрите, какой красивый цвет. Но вы можете уложить его глубже, чем нужно, и из-за большого фильтра над ним он будет выглядеть холоднее. Поэтому, пожалуйста, работайте максимально поверхностно. И цвета будут искажаться минимально. Все цвета будут выглядеть именно так, как они выглядят на растирке. А теперь об упаковке. Сейчас у меня в руках пигмент объемом 15 мл. Коробочка эта выдерживает на самом деле вес взрослого 100-килограммового мужчины. То есть вы можете быть уверены, что заказав наши пигменты, вы получите их в целости и сохранности. Пигмент не будет раздавлен каким-то тяжелым грузом, который положит сверху, или не пострадает при бросании, например, или если его уронят. Коробочка очень симпатичная, очень приятная на ощупь. На ней в обязательном порядке номер пигмента, по которому вы можете понять его цвет. И написано, в общем-то, его название. Коробочка открывается просто, никаких замков нету. Внутри сидит пигмент в специальной ячейке, которая вырезана под его размер. И сам пигмент у нас с обязательной лентой контроля вскрытия. То есть, открывая его, вы можете быть уверены, что до вас его никто не открывал. Первый раз это тяжело, щелчки слышно при открытии, и вы, когда откроете, поймете, что внутри чисто, носик не испачкан, ничто не заляпано, и очень настойчиво вам рекомендую, если вы пользуетесь пигментами, они довольно жидкие и концентрированные, и перед взбалтыванием закрывайте крышечку плотно, а еще лучше, когда вы собираетесь работать пигментом, вы можете закрыть чистым ватным диском носик и встряхивать вот в таком состоянии. Это своеобразный лайфхак. Если вы закроете крышку неплотно, я сейчас возьму другой пигмент, который у меня тут стоит. Вот, допустим, я не полностью закрыла крышку, не до конца ее докрутила. И встряхивая пигмент, особенно если вы его перевернете и будете встряхивать, у меня здесь в носике образуется лужа, появляется грязь, засыхает пигмент на самом кончике носика. Работайте с пигментами чисто. О чем я говорю? Это вы должны первый раз открыв и начав взбалтывать, должны закрыть его плотно, чтобы не было пустого пространства внутри, куда пигмент может просто выливаться во время того, как вы трясете его. Иногда, потому что, до нелепости, но приходит сообщение, что это такое, у меня внутри грязно. Надо закрывать плотнее, чтобы грязно не было. При правильной работе, вот я сейчас тоже могу его закрыть хорошо, долго трясти, потому что долго трясти это вообще-то ключевое. Вы должны долго трясти каждый пигмент, потому что иногда пигменты, когда постоят долго, они расслаиваются. Внутри есть шарик специальный, который вам поможет перемешать все слои пигмента, сделать их однородными. И вот я трясу довольно долго, и я открываю, и у меня внутри все так же чисто. Ничего не разлилось, все чисто. Это важно, потому что эстетика работы, она очень важна. Вы, открывая перед клиентом пигмент, и у вас будет чистая крышечка, чистая бутылочка, никаких потеков, никаких залапанных краской крышечек, что вызывает недоверие у клиента в первую очередь. Все должно быть идеально чистым. Именно поэтому мы сделали крышечку белой. Если она была бы черная, то этого всего не было бы видно и не было бы ощущения вот этой чистоты, стерильности. Поэтому следите за этим, тщательно перемешивайте пигмент. Еще, кстати, сделаю на этом акцент. Когда пигменты стоят долго, у каждого мастера, особенно если вы купили полный набор, например, или у вас вообще много пигментов всяких разных линеек, у вас так или иначе появляются любимчики, и вы в процессе начинаете постоянно пользоваться какими-то там несколькими цветами, остальные стоят, ждут своей очереди, и за то время, пока они стоят, они расслаиваются. Я рекомендую вам раз в неделю хотя бы все пигменты встряхивать, потому что наши пигменты и любые другие со временем, если они стоят месяц, 2 или 1,5 года, например, такие случаи тоже бывают, чем дольше стоит пигмент, тем сложнее сделать его опять равномерным. Поэтому периодически вы должны встряхивать пигмент любой, наш или какой-то другой, потому что наши жидкие и красящие, а есть пигменты густые, у которых, если осадок выпал, то его еще сложнее смешать, вот с этой вот основной фракцией, с жидкой. Поэтому я рекомендую вам раз примерно в неделю все пигменты смешивать. На бутылочке пигмента обязательно будет написан объем, вот в данном случае это 15 мл, полный состав пигмента, также у нас здесь будет номер пигмента и название пигмента, и обязательная графа – это дата розлива пигмента. От момента розлива вы можете пользоваться, если
если открыли пузырек в течение года им, а если он стоит у вас не открытый, то он может стоять у вас 2 года. А также здесь у нас есть QR-код, наведя на который свой телефон, вы попадете в наш интернет-магазин по продаже пигментов. И там вы можете купить другие пигменты, можете посмотреть описание, если вдруг потеряли памятку, которую мы вам высылаем вместе с пигментами, или вы можете получить консультацию поддержки, которая поможет вам в любых ваших вопросах, если вдруг у вас что-то не получается с покупкой, например, или вы можете попросить нашу поддержку, чтобы она отправила вас в нашу бесплатную онлайн-школу, в которой вы можете подтянуть свои навыки мастера перманентного макияжа совершенно бесплатно. Это важно, мы хотим, чтобы вы умели работать правильно нашими пигментами, потому что они очень хороши, они очень кроющие, они дают огромный остаток в коже, и ими нужно научиться правильно работать, не заглубляясь, не ставя пятен, не контуря и не совершая вот этих всех ошибок, которые совершает большинство мастеров, которые обучились очень коротко в какой-то школе возле дома. Поэтому переходите по ссылке и спрашивайте любую информацию у поддержки. Когда я открываю пигмент, почему я обращаю внимание на носик? Потому что многие мастера любят смешивать пигменты между собой. И когда вы смешиваете, вы должны по правилам записать, сколько капель, на сколько капель вы смешали, какого цвета. И в этом случае очень важны капли, очень важен размер капель. И я могу вам гарантировать, что наши капли все одинакового размера, потому что я сама люблю смешивать пигменты капельно. И, как вы видите, все капли одинакового размера. Этого мы достигаем благодаря носику, который выдает вот эту вот идеальную каплю. Вот такого, кстати, оптимального размера. Я использую примерно 6-8 капель на одного клиента. Волосковая это техника или растушевка, неважно. И получается, если вы сохраняете пропорцию, например, 6 капель теплого русого и 2 капли каштана, да, то есть вы сделали немножко прохладнее теплый русый цвет и немножко насыщеннее. И вы должны запомнить, вы можете записать 3 к 1, или, например, просто 6 капель и 2 капли. И вы будете уверены, что они одинаковые, и вы будете уверены, что вы добьетесь точно такого же результата на коррекции, когда этот клиент к вам придет и скажет: мне этот цвет очень нравится, хочу точно такой же. Или на обновление через несколько лет. И почему я считаю это преимуществом, у меня сейчас нету в руках показать, но очень много пигментов, у которых большой носик и капля каждый раз разного размера. То есть вот здесь надавил ты или не давил, она сама упала под силой гравитации, она одинакового размера. Но когда носик большой, капля падает, то вообще как клякса огромная, то она вот такая маленькая, если ты не давил. И я считаю это очень важной характеристикой. Еще одна важная очень деталь. При работе с пигментами, любыми, нашими или другими, вы должны помнить, что перед работой вы должны тщательно встряхнуть пузырек, то есть он должен быть плотно закрыт, рассказываю еще раз, и в течение минимум минуты вы должны его вот прям вот с таким усилием встряхивать. Не вот так вот, немножко поболтать. Я обычно переворачиваю вниз головой и так стучу, чтобы шарик, который внутри, стукался обверх и обниз, обверх и обниз. И делаю это не меньше минуты, потому что так или иначе пигменты расслаиваются, когда стоят на полке. Это может быть 2 часа и расслоение незаметное практически, но оно есть все равно. И это может быть там 2 недели или месяц или год, смотря сколько пигменты простояли на полке. Обязательно встряхивайте, потому что оттенок может меняться, если вы неправильно, если вы не встряхнули пигмент, слои не перемешались, либо оттенок, либо концентрация, потому что обычно красящее вещество опускается вниз, а вверх отбивается вода и там прочие ингредиенты, из которых состоят пигменты. Имейте это в виду и делайте это, даже если клиент был у вас буквально 2 часа назад. А еще я вам рекомендую встряхивать пигменты, если они стоят у вас на полке без дела какое-то время, хотя бы раз в несколько дней. К каждому нашему пигменту или к набору пигментов мы даем вам набор документов, что у нас здесь в конверте находится. Если вы купили пигменты, вам обязательно придет вот такой сертификат соответствия. Если вы хотите заказать рекламу, у вас требует сертификат, вот мы сразу вам его присылаем. Вот такая палитра у нас, смотрите, очень понятная, на мой взгляд. У нас бровные пигменты, вот здесь растяжка от светлого до темного, как может выглядеть пигмент в зависимости от плотности прокраса. Я много говорю об этом в вебинаре про колористику, о том, как цвет меняется в зависимости от его концентрации. И здесь вот как раз мы постарались показать вам, как наши цвета выглядят в зависимости от плотности прокраса. И также здесь вот перечислены корректоры, которыми вы можете работать практически на всех бровях, которые к вам могут прийти. От самых светло-серых и заканчивая
насыщенно зелеными или красными. Также здесь у нас показаны цвета для век. Это черный, графит и кофе. Также здесь все наименования пигментов. И вот здесь вот такая табличка интересная, она вам объяснит, какой пигмент для какой зоны. Первое, вот смотрите, допустим, выбираем русый теплый, зона брови, его температура доводите очень теплый, его основа желтая, ну вы можете это посмотреть и сами на растяжке, но можете посмотреть и, в принципе, получив вот этот документ. Дальше вы идете и понимаете цвет волос, к которому подходит этот пигмент. Блондины, русые, каштановые, то есть уже понятно, да, на ком работать. Кожа тонкая, нормальная, толстая, на которой можно работать этим пигментом. Техника, растушевка, волоски. Все. То есть вам уже понятно, на каком клиенте, в какой технике, какая основа. И так можно проследить каждый пигмент. Малина цвет, губы, цвет для губ, температура, прохладный, нейтральный. Основа красная, розовая, синяя. То есть вы уже понимаете, что намешано в этом пигменте. И идете дальше, так по каждому цвету можно пройтись. Потом здесь есть такое письмо от меня для вас. Вы его можете прочитать, я его зачитывать вам не буду, вы его прочитаете сами, когда купите наши пигменты. Также здесь у нас есть такая памятка, не памятка, а как бы объяснение по цветотипам, по Фицпатрику, какой цвет подходит. То есть вот кельтский, да, очень белая кожа, рыжие волосы, пигментация от 0 и до рыжего, бывают такие цвета. И описание: русый теплый для светловолосых с толстой и нормальной кожей, волосковый метод и плотная растушевка. Чтобы сделать еще теплее, немного ярче, можно смешивать с шатеном номер 104. Русый холодный, шатен и так далее. То есть цветотип по Фицпатрику, если вы живете в регионе, где у вас преобладает кельтский цветотип, то вам нужен теплый русый и, может быть, еще нордический цветотип, если то есть это регионы такие, как там Финляндия, Эстония, то есть вот та часть Европы, где все очень светлокожие, светловолосые. То есть вы можете понимать, что вряд ли вам подойдет индонезийский, у вас очень мало таких клиентов, и зачем вам тогда покупать цвета, которые здесь перечислены. Ну и вот в зависимости от того региона, где вы живете и какой цвет кожи и волос преобладает, вы можете подобрать себе пигменты, чтобы не покупать лишнего. И также эта памятка для вас будет в тот момент, когда вы подбираете клиенту пигмент, вы можете заглянуть, подглянуть, подсмотреть. Кстати, у нас есть еще приложение, вы можете его скачать, напишите нашей поддержке, они вам помогут. Воспользовавшись нашим приложением, вы можете понять вообще моментально, какой пигмент нужен конкретному клиенту. А вот это вы можете использовать для того, чтобы выбрать набор пигментов, который подходит вашему региону, например. Ну или если вдруг у вас под рукой нету приложения. Так, что здесь у нас еще? Еще один сертификат. Система добровольной сертификации. Вот здесь по ГОСТу, вот здесь добровольная сертификация. Короче, мы сделали сертификаты все возможные для того, чтобы вам сразу облегчить жизнь. И здесь у нас тоже описание каждого пигмента, кому оно подходит. И все это упаковано в конвертик, и все это высылается каждому клиенту, который приобрел наши пигменты, даже не то что по запросу, а просто автоматически, как только вы заказали пигменты, вы сразу получаете полный набор для того, чтобы вам было удобно с ними работать и отчитываться перед какими-то проверяющими службами о том, есть ли сертификаты или нет. Мы позаботились о том, чтобы вам было удобно работать с нами.